Всем привет! С вами Зирель, и вы на моем канале реакций, где я делюсь своим мнением о всем интересном, что происходит в этом мире. Музыка, клипы, кино, аниме и так далее. И сегодня, по многочисленным просьбам, еще одно музыкальное выступление Дианы Анкудиновой. Сценическое выступление «О, Darling». Поехали! Острых, интересных моментов. Друзья, они будут скоро. Итак, на сцене воспитанница лицея номер 19 Анкудинова Диана. О, Дарлин. Встречайте, друзья. О, Дарлин. Русский прононс. Такая маленькая еще. Что я хочу сказать. Вот сразу видно, я не знаю, если она там в лицее, что за лицей, может она в каком-то театральном лицее училась или что-то подобное, но видно, что на сцену вышла артистка. Все, сцена не боится никаких зажатостей, никаких комплексов, такая прям молодчинка. Голос, конечно, у нее шикарный, шикарный. Мне действительно нравится, когда дети ведут себя непосредственно на сцене и не боятся этого. Мне кажется, мое личное мнение, что это очень важно, поскольку я работала с детьми, я работала хореографом, и знаю, насколько все дети по-разному реагируют на сцену, но абсолютно всем детям нравятся вот какие-то там прихорашивания, костюмы, выступления. Вот, многие дети прутся от этого, действительно. То есть им все вот это доставляет кайф. И только благодаря взрослым дети обретают какие-то комплексы, какие-то страхи и все такое прочее. А на самом деле, мне кажется, каждому ребенку нужно уметь выступать на сцене, в чем бы то ни было, поет, танцует, театр, еще что-то. Мне кажется, это классно вообще для личности в целом.
что я сейчас, да, обратила внимание, что мне не режет слух. Потому что, как вы знаете, Russian pronounce is very understandable. Вот это вот все. То есть, действительно, многие русские вообще не парятся над произношением. То есть, они как шпарят свои р, твердые, вот это все, и нормально. Но когда там вокалист, да, это всегда режет слух. То есть я здесь, живя в Японии, я всегда понимаю, о, это иностранец, я знаю откуда. Если это американец-англичанин, я понимаю, если он говорит на японском, потому что сразу чувствуется этот акцент. Если русский, я слышу сразу эти твердые звуки, сочетания согласных. Но у Дианы прекрасный английский. Прям, я не знаю, тут, наверное, надо аплодировать родителям, потому что прекрасно, прекрасно. Пожалуйста, ну что тут сказать? Браво! Браво! Получили заслуженные аплодисменты, и мы приглашаем нас. Еще поклон. Хороший, достойный поклон. Есть такое, что среди особенно любителей, да, насколько я могу, да, замечать, есть такое вот заминание поклонов, знаете, то есть вот как-то танцевали там или отпели, все классно, закончили на хорошей, красивой ноте, и такой поклон такой невнятный какой-то, что-то вот там замялись, как-то вот так вот поклонились, то есть вот четко, ну, либо он должен быть четкий, либо он должен быть достойный, либо он должен быть красивый, да, а лучше все сразу вместе в одном, то есть отрепетированный явно. И когда это что-то такое, вот, сразу просто, ну, впечатление, знаете, как-то немножко смазывается в конце. Вот, так что я думаю, что у Дианы были и есть достойные и хорошие учителя. И это прям чувство. Я не буду ничего говорить про голос. Что тут можно сказать? У нее потрясающий голос. Это действительно без сомнения. Я хочу что-нибудь из ее репертуара современного послушать. Что-то еще и в русском стиле, и в каких-то других стилях, но чтобы не каверы, то есть какие-то оригинальные композиции. Каверы я, скорее всего, может быть, где-то слышала, если это какие-то старые песни. А мне хочется что-то именно новенькое, да. Вот в прошлый раз я слушала Реченку, и эту песню, хоть она вроде как и народная, да, но я ее нигде не слышала. Ни в чем исполнении, никогда, нигде. К удивлению своему. Так что пишите ваши комментарии, предложения. Обязательно только присылайте ссылку. Если какое-то у вас есть видео на подборку, сразу присылайте ссылкой вместе. Проверяйте, чтобы она была активная, потому что иногда бывают неактивные ссылки. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте про колокольчики, и увидимся в следующих видео. Пока!